Всем привет! В одном из прошлых занятий я говорила о том, что сложнее всего, вызывают большие сложности написание телесного оттенка, а также белые предметы, в общем, вопросы, как все это делать, возникают у начинающих художников. Я решила не откладывать это в долгий ящик, и мы будем сегодня как раз-таки учиться писать белый, и я не нашла ничего лучше, чем белую розу. Мне кажется, это очень классический пример. Так вот, мы сегодня ее напишем, я покажу, как, собственно говоря, прописываются белые предметы, построим заодно цветочек, так что, надеюсь, вам понравится. Оставайтесь со мной, так сказать. На самом деле, белые предметы являются вот прям белыми-белыми в очень исключительных моментах. То есть только там, где они очень сильно освещены, там, где на них попадают прямые лучи. Как только свет начинает преломляться, как только предмет начинает как-то заворачиваться, тут же появляется тень. Полутень, полутон и так далее. То есть появляется какой-то цвет у нашего предмета. Он может быть как собственным оттенком белого, потому что белый все-таки зачастую имеет какой-то оттенок, либо он рефлексирует, например, вот здесь вот у нас будет много зеленого рефлекса, потому что белый окружает здесь много зеленого, поэтому, белый очень сильно рефлексирует, потому что черный поглощает, и на нем практически никогда нету рефлексов. На самом деле писать белый очень интересно, потому что можно поиграться с оттенками, можно повливать один цвет в другой, очень-очень тонко, очень все это интересно прописать, и как бы считается, что черное сочетание всех цветов и белый это тоже сочетание всех цветов, но только максимально светлых. Поэтому мы будем отталкиваться от этого. Так вот, для того, чтобы нам построить вот эту чудную розу, нам нужно понять, как она вообще, ее структуру, как она строится. Итак, у нас здесь есть основание, на которое крепятся, собственно говоря, все лепесточки. У нас здесь раскрытие лепестков, но где-то там предполагается внутри сердцевинка, вокруг которой все и находится. То есть у нас такая полураскрытая сфера получается. Сейчас я это покажу на другом листочки. То есть схематически у нас получается, что у нас есть основание какое-то вот здесь, к чему прикрепляется вот эта ножка, там со всеми этими штуками. И если бы мы смотрели сверху, то это было бы вот так, серединка, а дальше лепесточки. Как классический у нас показывается цветочек. Но как только у нас начинается движение сверху в бок, получается, то есть мы смотрим в сторону, у нас уже наша такая раскрывшаяся сфера, то есть если бы бутон был закрытым, то он был бы таким шариком, может быть, немного вытянутым шариком, но как только лепестки начинают раскрываться, он превращается в такой вот срезанную сферу, и вокруг, собственно говоря, этой сферы у нас уже лепестки раскрываются, но все они выходят из вот этой точки. То есть мы будем подразумевать, что вот эти все наши лепестки где-то там внутри сходятся в одно пространство, но все-таки мы будем ориентироваться на вот эту полураскрывшуюся сферу. И вот когда мы еще будем писать цвет, мы будем подразумевать, что вот здесь самое освещенное место, как видите. То есть сюда больше всего попадает света, прям в серединку, в глубину. А за счет того, что вот это уже у нас боковая как бы поверхность, то здесь у нас уже будет тень, проходить тень, полутень. Это мы уже будем дальше как бы по каждому лепесточку смотреть, то есть каждый лепесточек мы прорисуем. Их не так уж много, все не так уж страшно. Но в любом случае это уже будет в тени. То есть вот этот самый кипельно-белый оттенок, вот такой прям белый-белый, он будет у нас только вот здесь. И чаще всего его либо оставляют вот таким полувоздушным, совсем такими полутонами, чтобы он уходил как бы в бумагу уже дальше. Если вы хотите прям такую прозрачность, то вы уводите как бы в белый цвет в бумагу. Либо это происходит за счет фона, того, что мы делаем контрастный фон. То есть, возможно, мы сделаем заливку, но я еще посмотрю, честно, как это будет происходить. Это будет уже зависеть от вас, от той картинки, которая у вас получится, захочется. И поэтому, белый цвет либо растворяется в бумагу, либо выделяется фоном. Итак, для удобства я сразу намечаю наши границы цветка.
То есть компонуем сразу так, чтобы у нас весь цветок вместился. Ну, то есть его границы примерно определяем. Вот здесь у нас пойдет палочка. Вот примерно такой вот у нас будет цветок. Вот я как раз намечаю приблизительно его раскрытие. Где-то здесь у нас, вот я предполагаю, что где-то здесь у нас основание нашего цветочка. Итак, и теперь начинаем по лепесточкам высматривать, как они у нас расположены, какую они имеют форму. И за счет того, что общая у нас форма есть, то есть для того, чтобы, если у цветка много лепестков, которые так составляют такую большую шапку цветка, чтобы не потерять вот эту самую форму, вы сначала нарисуете вот общую, совсем общую такую, а потом уже начинаете лепесточки прописывать, потому что если вы начнете с цветочков, вы можете как бы получить развалившийся цветок, который непонятно какой формы. Поэтому сначала рисуем общую форму, а потом ее заполняем лепесточками. Тогда у вас точно ничего не развалится. Так, я пока немножко приблизительно, потому что здесь вообще непонятно, где какой лепесток, но я так на глаз определяю. Если вообще ничего не понятно, додумывайте. Вас никто проверять не будет, но вот общую форму нужно сохранить. Вот эти чуть-чуть такие покоцанные краешки, они так изначально есть, то есть это характер цветка. Я говорила об этом в видео про деревья, что нужно не обязательно прям точно переносить каждый сучок, каждую веточку, но если вы поймаете характер цветка, растения, предмета, вы можете уже дальше как угодно его рисовать, потому что он явно будет похож, даже если он будет не максимально точно передан. Если характер уловили, значит все, вы молодец. Так. Вот этот у нас лепесточек такой большой, потом у нас отступ. И заворачиваем. Так, это вот у нас вот это вот. И здесь вот есть такой красивый вывернутый лепесток. Я не совсем понимаю, как он расположен, но предполагаю, что он за вот этот прячется. Тут заворачивается. И вот здесь. А вот здесь уже следующий лепесток будет. Вот так. Так. Здесь уже у нас лепестки, которые, ну вот по вот этой линии у нас уже идут лепестки, которые будут закрывать все это дело. Здесь нужно немножечко продлить. Так. Здесь такой острый, интересный тоже лепесток. Так. И вот самое интересное, вот эти самые такие интересные, вкусненькие, завернутые лепесточки, их хорошо бы вот прям точно передать, постараться. Потому что они очень характерны для розы, что такие очень вывернутые, волнистые, красивые лепесточки. Так, еще вот здесь. Угу. И здесь, по-моему, просто такой вот лепесток и все. А этот немножко сюда нужно. Теперь вот здесь еще лепесток. Немножко заходит сюда. Теперь крупный такой, красивый. Так. Сейчас тогда закончу вот эту форму и перейду к этой стороне. Здесь я могу уже немножко себе почистить, чтобы не мешало. Мне уже немного это отвлекает. Так.
Теперь вот этот красивый вывернутый лист нам нужен. То есть, видите, у него здесь такая вот ложбинка, это его объем внутренний, потом он выходит сюда и немножечко выворачивается. То есть вот он, кстати, по нему видно, что вот он здесь к основе и крепится. Где-то здесь он к этой самой основе и прикрепляется. Так. Здесь еще какой-то... Ага, здесь еще один лепесточек. Какой-то такой маленький. Так. И вот нужно показать, что... Так. Вот это вывернутая вот эта часть. То есть это вывернутая часть листа. А вот здесь у нас будет тень, потому что вот она в глубину туда уходит. Мы покажем эту тень уже цветом. Так, здесь, ага, это часть вот этого лепестка. И она, похоже, еще вот сюда идет. Или это другой лепесток, непонятно на самом деле. Давайте его прорисуем. Сначала вот этот цветок, лепесток точнее, цветок-лепесток. Так, сейчас я здесь разберусь сама в этом всем. Так, вот здесь. Правильно? Вот, надо еще вот этот. Все, я поняла, где я потеряла еще один оттенок. Ой, лепесток. Вот такая вот красивая волна, которая уходит вот сюда. Так, вот это я хочу убрать, он мне уже мешает. Так, вот сейчас это все у нас здесь красивенько закроется. Так, красиво вывернутый такой лепесток, тоже интересный. Ну, будем считать, что это тоже он. У нас еще здесь вот этот. Нужно его обозначить. Очень непонятно, куда вести. Немножко волну дать. Теперь сюда. Вот так. Вот вывернутая часть. Ну, то есть сначала границу, там, где выворачивается лепесточек, а потом саму толщинку, вот эту, которая вывернулась, мы обозначаем. И здесь вот как раз вот лепесток, его как бы тельце основное. Так, теперь вот этот красивый вывернутый листик, вот этот. Я его так развернула, но ладно. У меня получился не наклоненный. Ну, ладно. Так. Здесь ровненько. Вот так. И получается, вот у нас два осталось последних самых. Мы сначала вот этот пропишем. Ага, это тоже не очень понятно. Это он так выворачивается? Это тот же самый? Или не тот же самый? Вот эта часть. Ну, похоже, это вот один лепесток. Один на всех и все на одного. Ладно. Сюда заходит. Выворачивается. Вот это белая окантовка, которая здесь заходит. Так, здесь остренько. Здесь заворачивается, получается. Так, здесь будет цвет. Здесь будет цвет.
И последний лепесток. Так, а здесь будет его тень основная. Так. Видите, мы прорисовали все листочки и потратили на это минут 10 максимум. Так что все не так уж страшно. Можно, конечно, их дальше уточнять, дальше. Но у нас задача сегодня в другом состоит. В том, как мы будем писать этот белый оттенок. Поэтому я остановлюсь на этом варианте, который у меня получилось развернуть. Итак, я немного уточнила, опустила свой цветочек, но так, на всякий случай. Теперь все-таки к цвету. Что мы будем делать с цветом? Итак, нужно, во-первых, когда вы пишете ваш белый предмет, понять, где он находится, какое у него окружение. Является ли он все-таки кипельно-белым, то есть вот белый вообще без примесей, без ничего, является ли он таковым. Где у нас источник света, то есть где будут самые-самые освещенные моменты. Постарайтесь их сразу выявить и не задевать, потому что все-таки вот эти места мы прям оставим белые под цвет бумаги, который вы выбрали. Хотя сейчас, кстати, многие дополняют гуашью, либо там акрилом, просто сверху прописывают. Так вот, тоже возможно. Ничего запрещать вам не буду, но можно сразу оставить эти моменты. Если они вам будут казаться не слишком белыми, можно добавить. Но мы постараемся без них обойтись. Так вот, лучше всего, ну, по крайней мере, мне комфортнее, я вам рассказываю, как я это делаю, начинать писать с теней. То есть вот у меня как раз черно-белая фотография. Здесь очень хорошо видно, где самые темные моменты нашего цветка. То есть вот здесь у нас самые темные моменты. То есть это прям тень-тень, глубина нашего цветка. Потом идут такие средние тона. Плюс здесь очень много голубого, здесь много зеленого, потому что это к основанию ближе. И здесь, в принципе, сам лепесток такого оттенка. И плюс еще, скорее всего, отсвечивается то, что вокруг. Вот здесь я вижу еще фиолетовые оттенки, розоватые, зеленоватые. В общем, так и будем писать. То есть будем подмешивать кое-какие цвета периодически и вливать их в нашу живопись, оставляя белые оттенки. Ну, белые, точнее, просветы, можно так сказать. Итак, для начала все-таки мы пропишем тень. Для этого нам нужен зеленый, потому что она там явно зеленая. Но я немножко приглушу этот зеленый. Можете коричневый добавить, сепию, ну, чтобы прям не яркий-яркий, но все-таки зеленый был. И прям смело прохожусь по вот этим темным местам, которые у нас есть в нашем референсе. Кстати, хороший зеленый. Я сразу прокрашиваю вот эти места. Даже палочку. Итак, теперь я могу сделать переход. У меня есть уже такой оливковый. Вы можете просто смешать зеленый с желтым. Даже, я бы сказала, с охрой можно немножко, спокойнее получится. И влить вот сюда. Здесь я вижу прям явный желтый. Я смешаю охру с желтым. И волью сюда. И здесь вот чуть-чуть желтенького, какие-то тут пятнышки. Нужно их сразу сделать. Здесь какой-то такой средний оттенок. Я его сразу намешала. Видите, какие-то там такие заломчики, полосочки есть. Теперь голубой немножко. И вот здесь я перелью в голубой. Итак, вот здесь я тоже вижу желтоватый такой. Желтовато-охристый.
Вот все, что видите, теперь дальше пишите. То есть здесь в белом это игра полутонов. Вы постоянно ищете, какой оттенок мог бы здесь быть, какой вы видите, какой отсвечивает. Если видите голубой, пишите светло-голубым. Видите зеленый, пишите зеленым. Но не забывайте о том, что все-таки кипельно-белые должны оставаться моменты. И какой бы ни был белый оттенок, у него есть самая темная часть, у него есть тень и есть свет. Я хочу немного прям утемнить вот эту часть. Только вот здесь. И можно как раз фиолетовым, то, что я вам говорила, что вот этот лепесток мне кажется фиолетовым. Можно его перелить в охру. Охра, она всегда так сглаживает какие-то моменты. Она такая вроде бы нейтральная, вроде бы желтоватая, но она всегда к месту. Здесь я вижу голубоватый, тоже какой-то такой фиолетово-лилово-голубоватый. То есть, видите, я просто беру и прохожусь по каждому лепесточку, его теневую часть или полутеневую просто прописываю, но при этом оставляю белые участки. Здесь такая темная часть. Красиво. Вот здесь видите тень от самого лепестка. Я размываю ее в 0. Далее, вот здесь у нас тоже есть темный участок. Я, наверное, смешаю синий, зеленый и с коричневым. Так. Мне надо немного размыть. Слишком много воды, нужна салфетка. Мне не нравится. Если вот вы набухали так много воды, просто возьмите салфеткой и все соберите. Вот видите, как будто ничего не было. Нужно немного суши написать это дело. Слишком много воды. Вот получилась суша. И опять через охру вливаю в лепесток. Здесь прям такой четкий по референсу, прям четкий такой переход. Вот можно теперь вот этот лепесточек, хотя нет, не стоит пока его трогать, потому что там еще тень не засохла, то перельется будет некрасивым. Итак, я такой беру грязный фиолетовый и отделяю один лепесточек от другого. То есть вроде бы здесь они практически все на свету, но все равно они немного друг от друга, конечно же, как-то отделяются. Поэтому я их таким вот грязненьким фиолетовеньким отделяю. Плюс они еще и тень друг на друга бросают. Вот здесь вот этот лепесток явно бросает тень на вот этот. И сразу сглаживаю переход.
Так, здесь нужна охра. Вот здесь. То есть вот здесь явно белый, прям такой белое место. Поэтому, чтобы его выделить, мы делаем такой фончик. Ну, собственно говоря, здесь и есть небольшой такой оттенок. Так. Здесь можно немного более щедро, потому что здесь сильная тень, которая со временем тоже расходится. Сходит на нет через желтый. Так. Теперь вот здесь. А вот здесь получается интересно, что, видите, здесь вывернутые белым, ну, получается, они выворачиваются на свет. А этот отвернулся, и вывернутая часть лепестка, она как раз-таки темная, а внутри он светлый, потому что он остался к свету повернутый. Так, и вот здесь тоже немножечко все-таки их разделим. Здесь можно немножко больше, потому что серединка, конечно, освещенная, но внутри-то она темная. Так. Здесь тоже очень темное место. Более фиолетовый. Перебор. Так. Здесь красиво. Можно здесь немножечко зеленого вплести. И в желтый ввести. Раз. И появилась глубина. Можно, кстати, углубить и вот этот оттенок, лепесток точнее. Вот мы его уже прописывали, но когда он высох, тут явно можно углубить и отделить его еще от вот этого лепестка немножко. Все смягчаю, все размываю. Потому что у нас здесь нету каких-то очень жестких линий, жестких теней, потому что, ну, здесь природа, лепесточки, цветочки, они всегда более такие мягкие. Взяла такой зеленоватый. Хочу еще голубого, немножечко. Вот здесь прям явно синий. Возьму чуть больше. Он прям так аж светится. Тоже размываю сюда. Так, теперь можно вот это прописать. Я думаю, здесь подсохло. Так, я делаю такой все прям совсем светлый, но все-таки нужно чуть темнее, как раз слишком светлый я сделала. Вот здесь, вот здесь. Охра. Вот тут, мне кажется, здесь желтоватый, прям такой оттенок есть. Желтоватый, зеленоватый. Здесь и есть. Так, теперь можно постепенно затемнять какие-то участки. Потому что все-таки самое светлое у нас вот здесь и как бы соседние лепесточки, то есть основная часть вот здесь. И вот эту нам нужно, за исключением вывернутых моментов, все увести в тень, для того, чтобы он все-таки закрылся, этот цветочек наш. Поэтому вот здесь у нас тоже уходим в тень. Здесь уходим в тень. Я намечала то, что было в палитре, то есть такой какой-то очень-очень разбеленный
оттенок. То есть нужно постоянно сравнивать, что вот это у нас все-таки в тени белый, этот на свету, поэтому это должен быть светлее, это должен быть темнее. Постоянно как бы себе задавать вопрос, что на свету, что не на свету. Вот здесь я хочу немножко тень сделать. Мне кажется, она там есть. И вот здесь немного добавить, что он такой немного отвернутый уже от света моментик. Вот здесь надо обязательно прописать, потому что кажется, что на свету, на самом деле он же не на свету. Просто так мы пока еще не прописали. Так, через желтый у нас выворачивается. Так, явно тут голубоватый оттенок. Такой прям сильно. И здесь тоже он есть. Здесь я вижу вообще розоватый какой-то. Здесь какой-то розово-фиолетовый. Можно его сюда ввести для разнообразия. Итак, тахристый. Такой чуть больше фиолетового. То есть мы теперь набираем тон. Потому что сразу бахать прям сильно темным страшно. Потому что можно переборщить с белым. В смысле того, что когда вы пишете белым, можно здесь переборщить с тенью. Поэтому можно сразу не бахать, если страшно. Если вы не совсем еще понимаете, как это все работает. И постепенно мы набираем плотность цвета в тех местах, в которых нам нужно. И отделяем один лепесточек от другого тени. Так. На самой светлой части тени тоже есть. Вот их нужно тоже так вот точечно прописать. Так. Здесь можно уплотнить тень. Здесь можно, потому что это в глубине. Вот этот у нас лепесток какой-то немножко неприкольный получился. Слишком светлый на такой части, который уже в принципе в тени. Из-за этого он немножечко выбивается из общей картины. Вот это что у нас? Нет, здесь светлая часть. Немного я сейчас пропишу ножку. Добавлю оттенка.
немного синего, зеленого и коричневого. И я хочу вот здесь как раз-таки фон сделать такой. Такой же, как на референсе приблизительно. Но не весь прям я фон буду делать, ну чуть-чуть сделаем. Здесь можно немного. Похолоднее, понасыщеннее. Аккуратно обрисовываем все нюансы наши, которые красивые, белыми оставили. Так, можно немного уплотнить вот здесь тень. Я прям по мокрому вкрапляю. Я знаю, здесь у меня немного перелилось. Конечно, попробую убрать, но есть вероятность того, что она обратно затечет. Так, я хочу немного красноватого оттенка вот здесь. Немного уплотню. И вы видите?
Итак, я тут быстренько закончила нашу розу, для того, чтобы вас не задерживать и не затягивать. Я ее закончила микроном, ну, точнее, графикой. То есть графикой я, в принципе, повторила тот же самый принцип, о котором я говорила, когда говорила про цвет, что мы оставляем белый, и чем светлее поверхность, тем тоньше должна быть ваша линия, чем темнее, тем линия толще у нас получается. Поэтому можно как цветом, так и графикой подчеркнуть тональность. Ну, здесь уже больше в графике именно тональность подчеркивается. И повторюсь, для того, чтобы написать белый цвет, мы определяем, где на него полностью попадает свет, оставляем эти участки белыми, а все остальное мы уводим в полутона, потому что все равно там есть объем, есть переходы и так далее. То есть белый цвет в тени будет абсолютно, конечно же, не белым. Мы смотрим на окружение, что окружает, может быть, что-то отражается, что-то рефлексирует. Внимательно всматриваемся в тот референс или в ту натуру, с которой мы списываем, и уже прописываем больше тени. То есть для того, чтобы написать белый, нужно поймать его тень, и за счет этого белый станет белым. Либо вы пишете окружение. Если у вас очень большой объем белого цвета, ну то есть такого освещенного, например, там какая-то грань белой чашки, она очень освещена, то пишите вокруг. Причем окружение можно сделать даже на свету, то есть фон можно сделать на свету, то есть сделать его совсем таким полупрозрачным, но за счет того, что бумага останется белой, ваш предмет будет белым, он все равно появится. Поэтому здесь уже больше идет игра полутонов. Здесь вы можете поиграться красиво с цветом, потому что белый содержит в себе все цвета, поэтому вы можете спокойно включать все цвета, которые вам нравятся, которые вы видите и так далее. Поэтому на самом деле писать белый — это очень даже весело. Надеюсь, вам тоже понравится. Вы сможете написать что-нибудь белое, красивое. А на сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих уроков. Пока-пока.